Всем привет! Сегодня мы снова говорим про французские колониальные владения и, скажем так, их колониальные похождения. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, как Франция пытается хозяйничать в Африке. В этот раз поговорим о сказочно звучащих заморских территориях. С вами Алексей Наумов, шоу «Разбор». Французские заморские территории или, внимание, сейчас будет мой французский, «Département et territoire de outre-mer» — это остатки или останки бывшей французской колониальной империи, разбросанной по всему миру, от Тихого Индийского океана до Карибского бассейна и Южной Америки. Франция покоряла эти территории с эпохи великих географических открытий, с XVI века. Например, такие колонии, как Мартиника и Гваделупа, были центрами сахарной промышленности. Французская Гвиана, в свою очередь, была территорией, куда присылали ссыльных, и там находилась печально известная тюрьма Дьявольский остров. Сегодня этих заморских территорий насчитывается больше десятка. Это и Мартиника, и Гваделупа, и известная Новая Каледония. Там, помните, французские власти говорили, что Азербайджан, значит, какие-то народные протесты и волнения устраивает и управляет ими. Первый вид заморских территорий — это так называемые заморские департаменты и регионы. Эти департаменты и регионы обладают теми же правами, что и французские департаменты. То есть их жители могут голосовать за французского президента и участвовать в политической жизни страны. Например, вот известный такой заморский, значит, регион, как французская Гвиана, на нем расположен космодром Куру, знаменитый. Заморские сообщества, например, французская Полинезия и Сен-Мартен, это такие территории, которые формально остаются под суверенитетом Франции, но свою внутреннюю политику в них определяют местные законодательные собрания. Единственная заморская территория, такая территория с особым статусом, это уже упомянутая Новая Каледония, которая за последнее время провела аж 3 референдума о независимости. И, кстати, они закончились тем, что большинство жителей высказалось против независимости от Франции. Тем не менее, мы понимаем, что на самом деле для Франции вся эта история с заморскими территориями, она не про то, чтобы сделать им хорошо, а про то, чтобы сделать хорошо себе. Например, вот для них некоторые территории имеют стратегическое значение. Скажем, в Реюньоне есть база флота для Индийского океана, а вот в французской Гвиане также есть космодром Куру, которое Франция использует для своих интересов. И, безусловно, Франция уделяет гораздо меньше внимания проблемам с экономикой и инфраструктурой своих заморских территорий по сравнению с проблемами в собственных, что называется, департаментах в самой метрополии, в самой Франции. В этих заморских территориях часто видны те же самые колониальные замашки, которые Франция позволяет себе и в Африке. Это эксплуатация ресурсов, эксплуатация местного населения, попытка обеспечить всем изучение французского языка, продвижение франкофонных, франкоговорящих элит за счет местной культуры, за счет местной экономики, за счет местной инфраструктуры. Франция всегда работает на себя. Самый яркий пример, давайте поговорим о нем, это Новая Каледония. Эта территория была колонизирована Францией в 1851 году и с тех пор подвергалась буквально разграблению и унижению, что нередко приводило к проблемам с местным населением, с канаками, и к протестам и буквально бунтам против французского владычества. В 1980-х годах трения между местным населением, канаками, и пришлыми европейцами достигли своего апогея. В 1984 году была создана мощная организация — Фронт национального освобождения канаков и социалистов. Его возглавил Жан-Мари Джибаоу. Эта борьба нередко доходила и до насилия. В 1988 году бойцы этого движения убили 4 французских жандармов и взяли в плен больше 20 безоружных жандармов-заложников. Операция закончилась довольно кровавым штурмом французского спецназа. Через 10 лет было подписано так называемое Нумейское соглашение. Оно предусматривало постепенную передачу власти от французских руководителей местным властям и проведение референдумов о независимости. Новая Каледония получала значительную долю автономии в вопросах образования, экономики и медицины. Предполагалось более активное участие канаков в управлении своей собственной землей. Но французское руководство все равно никуда не девалось. Всего было проведено 3 референдума о независимости в 2018, 2019 и 2021 годах.
Что примечательно, в первых двух референдумах сторонники независимости смогли набрать почти половину голосов, но противников все же было больше. Третий референдум прошел в условиях довольно жестких ограничений из-за ковида, и противники независимости приняли в нем участие, собственно, сами. Сторонники не пришли, и поэтому там было 96% против независимости. А вот до этого примерно 50 на 50, то есть 53 на 46 буквально делились между собой сторонники и противники, но все-таки противников было больше, потому что мы понимаем, что колониальное вот это вот владычество, оно выражается не только в силовом управлении, да, а именно в гегемонии, когда местные жители сами начинают думать, что вот так хорошо, так и надо нами колониально управлять. Когда вы уже французский язык выучили, вас уже научили по-французски мыслить, вы посмотрели какой-нибудь ТВ5 Монт, который вам все рассказал про чудесную, замечательную Францию и о том, как хорошо находиться под ее владычеством, что вы пошли и за это самое владычество проголосовали на референдуме. Как мы видим, пока Франция не спешит предоставлять канакам и Новой Каледонии какую-то независимость. И более того, когда начинаются новые протесты, Франция сама, словно не замечая своей неоколониальной основы, начинает винить другие страны, в частности Азербайджан, в том, что местные жители недовольны этим самым колониальным владычеством. Пока мы видим, и международное сообщество не очень спешит осуждать какие-то французские эксцессы и вообще в целом вот эту прям довольно несправедливую колониальную политику и в отношении Африки, и в отношении своих так называемых заморских территорий. Опять же, обращая пристальное внимание, что на Россию, что на Азербайджан, как только им что-то не нравится. А французское колониальное владычество — ничего страшного, нормально. Это же буквально свои люди, один багет вместе в детстве ели. Поэтому ничего удивительного. И хорошо, что все-таки находятся страны, государства и межгосударственные объединения, которые пытаются покончить с этой колониальной зависимостью, пытаются буквально забрать вот эти страны из-под колониального владычества, помочь народам получить контроль над своей собственной страной, над своей собственной землей, буквально вернуть людям суверенитет. И понимаем мы, что, конечно, в 21 веке колониалистам, наверное, не особо придется хорошо. Сейчас, когда страдающие под буквально пятой французского колониализма народы могут обратиться к другим странам, да, которые прислушиваются к ним, что к Китаю, что к России. Мы видим, как Азербайджан активно проводит вот эту, кстати, борьбу с французским неоколониализмом. То есть теперь у этих народов есть союзники. А это значит, что колониалистам будет дан справедливый и довольно тяжелый для них бой. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и скажите, в чем бы вы еще хотели вместе разобраться. Всем спасибо, увидимся через неделю.